Меня зовут Леонид Круглов. Я экстремальный фотограф, режиссер и оператор в одном лице. Я работаю для таких журналов, как National Geographic, Geo, «Вокруг света». И регионы моей работы – это весь мир, и в основном это самые труднодоступные уголки земного шара. За последние 10 лет, когда я вел проект по следам великих русских путешественников, мне доводилось работать и в тропических влажных джунглях, где шли постоянные дожди, и в высокогорных тибетских пустынях, и в пустынях Африки и Азии. В общем, наверное, какие только есть труднодоступные и экстремальные уголки на земном шаре, я везде в них уже успел поработать. Соответственно, мои требования к видео и фотоаппаратуре, они очень специфические, но я думаю, что эти требования и эти условия, они пригодятся любому фотографу, потому что, я думаю, никому не хочется носить на себе лишнюю аппаратуру или брать с собой ту аппаратуру, которая подведет и будет потеряна уникальная съемка. Это никому не нужно. Моей задачей является снимать такие вещи, которые еще никто не снимал. Либо снимать с таких ракурсов, с которых еще тоже никто не снимал. Без этих двух условий в журналы просто не возьмут съемку, в такие журналы, как National Geographic или Geo, или «Вокруг света». Поэтому я постоянно применяю различные новые ракурсы, ищу эти ракурсы, применяю специальную технику типа квадрокоптера или подводных боксов, чтобы вести съемку с очень неожиданных ракурсов. Очень часто работаю верхом на лошади, на верблюде, на мулах, либо просто несу аппаратуру на себе. Поэтому для меня очень важен каждый лишний килограмм аппаратуры, и вообще вот весь объем железа, он должен быть, конечно же, минимальным, который я беру с собой. В этом плане я считаю, то, что сейчас произошло с аппаратурой Sony, это, во-первых, революция, и, во-вторых, это, для меня, как для фотографа, это просто момент такого счастья, потому что, наконец, вместо той аппаратуры, которую я носил с собой в течение последних десятков лет, а эта аппаратура была примерно в пределах 30 иногда килограмм, вместо всего этого теперь я беру с собой вот такие вот две камеры. Одна с кинообъективом для видеосъемки, другая с фотообъективом, и, конечно, с запасом других объективов для фотосъемки. И теперь вся эта аппаратура умещается в одном рюкзаке, и весит этот рюкзак примерно 5-7 килограмм. Но для меня это уже просто вот отдых и очень большое счастье. Плюс сами камеры стали, конечно, компактными. Я веду речь о так называемых седьмых камерах Sony, беззеркальных, которые, собственно, вот вышли уже вот в таком компактном корпусе, влагопылезащищенном. Камеры сами по себе практически ничего не весят по сравнению с тем, что было раньше. Начну по порядку. Система стабилизации. В этой камере существует 5-осевая система стабилизации. Я уже ее проверил верхом на лошади, верхом на олене. Это система стабилизации, которая позволяет получать картинки даже при достаточно длинных выдержках, 1/20, 1/15 секунды. При этом это очень стабильные, четкие, резкие кадры. Я и раньше не особо любил штатив использовать, потому что просто его не всегда успеваешь достать, поставить. Для некоторых ситуаций в моей съемке просто на это не бывает иногда времени. А сейчас штатив все меньше и меньше бывает нужен благодаря этой системе стабилизации. О конструктиве сразу же несколько слов хочу сказать. Почему, собственно, эти камеры стали такими компактными? И влияет это все-таки на качество или нет? В том-то и дело, что на качество видео и фотоконтента это не влияет. Наоборот, в эти камеры удалось встроить 42-мегапиксельную матрицу и много-много другого, о чем я еще позже скажу, без какого-либо ущерба для качества
фото и видео контента, а наоборот все пошло в сторону его увеличения. Если раньше камеры были так называемые зеркальные, и за счет системы зеркал камера просто сама по себе становилась больше в размерах, чтобы свет прошел через всю эту систему зеркал, теперь эта система зеркал просто убрана, и свет сразу попадает прямо на матрицу, что и делает эти камеры такими компактными и легкими. Но хотел бы сразу сказать, что у этих камер существует и пыль, и влагозащита, и поэтому для всех экстремальных ситуаций они идеально подходят. Весь конструктив очень хорошо защищен. Плюс поворачивающийся дисплей, он очень удобный, он позволяет смотреть и видеть картинку, при том, когда у тебя камера поднята вверх или находится где-то в стороне. Очень удобный монитор. По видоискателю то же самое могу сказать. Он за счет того, что это цифровой видоискатель, он стал, конечно, гораздо ярче и больше по размеру, что тоже очень удобно в условиях, например, когда я снимаю в какой-нибудь пустыне или, наоборот, на русском севере, где очень много света, бьющего в лицо. Он тоже себя уже показывает очень и очень хорошо. Перейдем к объективам. Я стараюсь уместить всю свою аппаратуру сейчас в одном рюкзаке. И это у меня получается. Основные объективы, которые я использую, это широкоугольный объектив, штатный объектив и телевик, которым можно снимать каких-то животных или объекты, находящиеся вдалеке. Сразу хочу оговориться по поводу телевиков. С моей точки зрения, то, что в этих камерах появился режим APS-C, то есть так называемый кропнутый режим, когда можно использовать часть матрицы, но за счет этого увеличивается дальность действия объектива. Вот за счет этого режима теперь можно использовать объектив, там, например, 200 мм, он может использоваться как 300 и даже 400 объектив. Это, конечно, потрясающе удобно. По поводу других объективов, обычно я беру с собой, как я уже сказал, широкоугольный, штатный объектив и телевик. Сейчас у Sony появился, с моей точки зрения, совершенно прорывной, потрясающий объектив. Это кинообъектив 28-135. Я уже его протестировал, проверил. Объектив дает очень плавное переключение, очень плавный мягкий зум. И основной объектив, которым я сейчас планирую пользоваться в экспедиции под названием «Великий Северный путь» в экстремальных условиях русского севера, это будет вот этот объектив. На него будет вестись киносъемка для кинотеатров. По поводу матрицы. Многие задают мне эти вопросы, многие сомневаются, нужна ли такая матрица большого разрешения. Здесь в этих камерах стоит матрица, которая дает разрешение до 42 мегапикселей. Я считаю, что это просто необходимо сейчас, в наше время. По крайней мере, для меня такая матрица, это, что называется, the must. Я просто обязан снимать уникальный контент именно в таком разрешении. В силу того, что просто многие вещи, которые я снимаю, через 2, 3, 10 лет они просто уже исчезнут. И возможно, что другой возможности снять эти вещи у меня просто не будет. Поэтому я стремлюсь всегда снимать все максимальным разрешением. Ну и плюс эта матрица дает возможность съемки 4К. Если кто-нибудь не в курсе, 4К этот формат раньше применялся только в кинотеатрах IMAX. Еще несколько лет назад только самые продвинутые киностудии мира могли позволить себе съемку в этом формате. Сейчас в этих камерах формат 4К в наличии, можно совершенно спокойно на него работать. И еще в дополнение для тех, кто интересуется именно кино-видеосъемкой, я хочу сказать, что в этих камерах существует совершенно потрясающий режим S-Log1, S-Log2, S-Log3. То есть это уже готовые кинорежимы, которые дают возможность, во-первых, цветового очень приближенного к кинорежиму съемки, и плюс дают возможность расширенного динамического диапазона, что потом на постпродакшене дает очень хорошие возможности работать с этой картинкой, с этим контентом. Так что лично для меня вопрос большой матрицы и кадров, соответственно, занимающих больший объем на карточке, для меня этого вопроса не существует. Я, конечно, за эти матрицы
из-за увеличения этого разрешения и качества. По поводу автофокуса. Если раньше было довольно много вопросов к автофокусу камер Sony, все-таки он немножко отставал от, скажем, от автофокуса, который существует у Canon, у камер Canon. Спортивные съемки фотографы многие предпочитали вести на Canon. Сейчас я протестировал уже эти камеры в очень таких сложных, быстро меняющихся ситуациях, во время спортивных состязаний и так далее. Автофокус уже равен тем аналогам, которые существуют у других камер. То есть уже этот вопрос решен, что меня лично очень радует. Это так называемый здесь фазовый автофокус. Он очень быстро на все реагирует, у него очень большое количество точек, по которым он фокусируется. Все это очень удобно. Ну и в финале, наверное, я хочу сказать о том, что для меня фотография – это искусство. Поэтому все те возможности, которые есть в этой камере, для меня это возможность творить, причем творить выставочные фотокадры и кадры видео, которые можно показывать в кинотеатрах, как кино, как кинопроекты. В этом плане я очень часто нахожусь в таких ситуациях, что мне просто нет возможности применять компьютер или Photoshop. Мне очень важно, чтобы сразу то, что я снимаю, было высокохудожественно, и чтобы это было сразу же сделано вот на эту камеру. Я мог бы это отправить, например, по спутниковой связи, сразу же разместить в социальных сетях или на каких-то медиаресурсах. В этой камере существует несколько режимов мной очень любимых художественной съемки. Они там все под разными названиями, я подробно на этом не буду останавливаться, в этом легко разобраться тем, кому это интересно. И, как я уже говорил, существует несколько режимов киносъемки, так называемые S-Log1, S-Log2 и S-Log3. Это сразу же максимально приближенные к кинокартинке с широким динамическим диапазоном видеокадры. Несколько слов о светочувствительности этих камер. Для меня это очень важный момент. Я вообще не люблю вспышки, хотя, конечно, у Sony есть целый ряд вспышек, которыми можно пользоваться. Просто та специфика, в которой я работаю, и люди, с которыми я работаю, они, не то чтобы боятся света, но, скажем так, зачастую яркая вспышка может все испортить. Я говорю о первобытных людях, о людях, с которыми мне приходится иногда работать, с какими-то племенами Амазонки или Папуа-Новой Гвинеи, которые просто пугаются яркого света и вспышки. Поэтому я очень люблю снимать в режиме высокой чувствительности матрицы. Вот те возможности, которые есть в этих камерах, они, конечно, совершенно потрясающие. То, что можно снимать при свете свечи или я несколько раз даже пробовал снимать при лунном свете человеческие портреты, и то качество, которое получается на выходе, оно просто потрясающее. Это очень важный момент, и для меня это большой плюс, почему я выбираю именно эти камеры. Вот, собственно, и все, что я хотел сказать. В финале я хочу еще раз порадоваться тому, что если раньше мне приходилось носить с собой около 30 килограммов аппаратуры, сейчас я посчитал, та аппаратура, с которой я еду на Русский Север, в очередную экспедицию «Великий Северный путь», эта аппаратура будет весить примерно 7-8 килограмм. Это уже с звуковой и световой аппаратурой, которая тоже компактная. На ней я практически не останавливался, но сразу хочу сказать, что к этим камерам существует огромное количество профессиональных аксессуаров в плане звука, света, мониторов и так далее. Все это очень компактное, легкое и для профессиональных нужд недорогое. Кстати, о цене вопроса. Я как-то посчитал предыдущие камеры, которые я брал с собой. Мой комплект видео и фотокамер, он примерно стоил 30-40 тысяч долларов, весь комплект. Сейчас мой комплект обходится где-то в 7-8 тысяч долларов, что, в общем, в разы, конечно, дешевле. В сочетании с компактностью, высочайшим качеством кадров, все это однозначно говорит о том, что я выбираю именно эти камеры. Ну и, конечно, и вам тоже рекомендую попробовать эти камеры и работать именно на них. Спасибо за внимание.